Где моя корона? Да, это стоило того. Всем привет! Меня зовут Лена Григор, и вы на моем канале о жизни. Ребята, у меня сегодня получился замечательный день, но вы только посмотрите. Я посетила ферму друзей, у которых на плантации растут бананы и цитрусовые. Вот эти деревья великолепные, они очень высокие, прям совсем высокие, не достать. Кто был на плантациях бананов, знает, что высота там, по-моему, метров, наверное, 10 точно, эти деревья, но не меньше. И вот эти вот банановые ветки на конце вот с таким цветочком, они, такие впечатляющих размеров и весят, наверное, на одной ветке 10-12 килограмм этих бананов. Они еще не совсем поспели. Видите, что они зеленые, поэтому я на них только посмотрела, походила, вообще заросли, конечно, и перешла к цитрусовым. Посмотрите на это мандариновое дерево, как елка в игрушках вся. Урожай зимой. Мандарины. Все усыпано. А вкуснота. Вот оно, зимнее счастье. Однако, придя домой, я поняла, что все я их есть не буду. И я решила сварить из них варенье. Я посмотрела несколько рецептов в интернете, но поняла, что мне ни один не нравится. Поэтому я решила придумать свой. Я взяла 200 где-то грамм сахара на 200 миллилитров воды и сварила сироп. Я точно была не уверена, что у меня получится, так как я никогда не варила варенье из мандаринов. Я очистила всего 7 штук, самых спелых, среднего размера, и, опустила их в кипящий сироп. После того, как сироп закипел, я продолжала их переворачивать в нем, эти мандарины, и смотреть, как они варятся. Честно говоря, запах уже сразу пошел очень ароматный, запах цитрусовых, естественно, что для меня было очень необычно, так как я, как уже сказала, никогда не варила варенье из мандаринов. Я выросла в средней полосе России, и мандарины у нас были только на Новый год, всегда ассоциировалась с Новым годом, и мне было трудно представить, что можно такие извращения пищевые себе когда-либо в жизни позволить. Но процесс пошел, его не остановить, и мне только пришлось наблюдать, как это было. Мандарины постепенно разваливались, я их продолжала помешивать, так как я совсем не хотела, чтобы что-то там пригорело. В процессе варки я пробовала, и мне показалось, что вкус недостаточно насыщенный. К тому же я обнаружила, что там семечки есть, и мне пришлось их удалить, так как я понимала, что при варке они могут выделить горечь. Итак, друзья, утро следующего дня. У меня получилась вот такая баночка. В процессе варки мне пришлось добавить немного сахара, потому как семечки, которые оказались в мандаринах, они дали небольшую горечь, совсем немножко. И сейчас я готова продегустировать это варенье, но сразу вам скажу, я впечатлена, я, в общем, даже не ожидала, что такой получится результат, потому как передать эту красоту, цвет этого мандаринового варенья, вообще, просто великолепно. И оно, приготовлено, в общем-то, без всяких добавок, без всяких презервативов, как мы тут говорим. В общем, мне не терпится
Да, это стоило того. Я не знаю, как там в других рецептах, но я считаю свой рецепт потрясающим. Где моя корона? Вывод. Не бойтесь экспериментировать, потому что кухня – это наше все. И мы здесь можем все, что хотим. Так что, дорогие хозяюшки, в общем, спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, нажмите там колокольчики, лайки, в общем, все вы это знаете, чтобы не пропустить меня никогда. Целую.